Чтобы вступить в какие-либо отношения, вам придется согласиться, что первым шагом является желание быть в отношениях. Если ваше сердце не в отношениях, они не сработают, потому что по своей природе отношения сосредоточены на сердце. Чтобы иметь успешные отношения, вам нужно четко понимать, чего вы хотите в этих отношениях, а также кем вы готовы быть или стать. В конце концов, отношения – это партнерство. Это улица с двусторонним движением. Кроме того, вы должны верить, что достойны отношений, к которым стремитесь, и вы должны быть готовы вкладывать время и внимание, чтобы создавать и развивать их. Например, вы не можете иметь отношения с кем-то один день и ожидать, что он будет рядом с вами все время. Вы должны быть готовы вкладывать время и энергию в создание любящей и доверительной связи. Иметь отношения с Божественным – это то же самое. Божественное – это интеллект, сознание и осознанность. И поскольку сознание – это осознанность, а осознанность – это внимание, а внимание – это присутствие, оно всегда присутствует с вами. Как вы, вероятно, уже слышали от меня, куда вы направляете свое внимание, туда вы направляете свою энергию. И где бы или на что бы вы ни направляли свое внимание и энергию, это расширяется. Так что если вы направляете свое внимание и энергию на отношения с Божественным, то по мере того, как ваше внимание на них расширяется, вам должно быть доступно больше его интеллекта в вашей жизни. Сознание Божественного существует за пределами материального мира, который мы воспринимаем через чувства, и, следовательно, это нематериальная энергия. Поскольку оно существует за пределами нашего трехмерного мира чувств, вы можете ощущать его только своим сознанием. Другими словами, вы можете только осознать его. Большинство людей даже не верят, что оно реально. Но если бы вы знали, что это так, вы бы с большей готовностью взаимодействовали с ним на регулярной основе. Не так ли? Таким образом возникает вопрос: сколько времени в течение вашего бодрствующего дня вы уделяете внимание этому невидимому разуму? Думайте о Божественном как о великом родителе, который ищет отношений с вами. Но отношения должны быть двусторонними, что означает, что вы должны быть готовы прийти к алтарю в возвышенном состоянии. Что значит прийти к алтарю в возвышенном состоянии? Когда вы думаете об алтаре, независимо от того, находится ли он в 4 стенах сооружения или в присутствии грандиозности природы, приход к алтарю в возвышенном состоянии означает, что вы радостны, благодарны и взволнованы присутствием чего-то большего, чем вы. Вы искренне входите в его дом с энергией, которая соответствует его энергии. Энергией, которая вдохновлена, радостна, упряма, сознательна, внимательно, любяща, присутствует и полна энтузиазма. Это также означает, что у вас есть желание и страсть соединиться с этим разумом, который, как оказалось, является более великим разумом, чем ваш собственный. Например, поскольку каждый может соотнести себя с получением обширных впечатлений на природе, когда вы находитесь в присутствии возвышающегося горного хребта, красоты океана или бесконечного ночного неба, вы стоите в благоговении и забываете о своих страхах, ограничениях, ограниченности и суждениях. Вы отдаетесь красоте и силе, которые формируют пляжи, землю и скалы. Именно эта отдача любви и это доверие к пути любви позволяют расти в отношениях. Точно так же, как вы говорите, что хотите богатства или здоровья, но ходите в нужде, беспокойстве, страхе или неверии в то, что существует возможность быть здоровым, вы не можете сказать, что хотите отношений с Божественным и не вложить в это свое время и энергию. С другой стороны, почему этот интеллект должен помогать вам с богатством или здоровьем, если вы не сформулировали идею относительно того, какое богатство и здоровье вы хотите? В конце концов, природа этого интеллекта – одобрять то, кем мы являемся. Если вы чувствуете себя отделенным от него, нетерпеливым, разочарованным и злым, поскольку он чтит свободную волю, он говорит: «Хорошо, идите и делайте это сами, но я буду здесь, когда вы будете готовы искать меня». Когда вы сможете уйти со своего пути и перестать пытаться форсировать результаты, попросить его о помощи и руководстве,
сдаться ему и довериться его любящему интеллекту и разумной любви. Как вода, текущая с горы, благосклонность этого великого родителя найдет вас по пути наименьшего сопротивления, по пути, который вы создали сами. Давайте сделаем еще один шаг вперед и сделаем это действительно простым. Если бы у вас были прекрасные отношения с матерью, и вы попросили бы ее сделать вам сэндвич в полночь, она бы его сделала. Если бы вы были достойны, ваша мать подумала бы: «Я люблю своего ребенка, он выполняет свою работу и делает правильные вещи, и у нас прекрасные отношения, я сделаю это». Она бы сделала это, потому что любит вас, хочет кормить вас, заботиться о вас и радовать вас. Другими словами, Божественное готово встретиться с вами, если вы приложите усилия, чтобы быть в здоровых отношениях с Ним. Связь, терпение, время, внимание, близость, уязвимость, сдача, доверие – все это, конечно, другие примеры вещей, которые составляют отношения. Также должны быть любовь, восхищение, присутствие, готовность слушать и терпение. Должны быть честность, правдивость и готовность расти вместе. Прежде всего, вы должны хотеть этого и быть увлечены этим. Так же, как все эти элементы необходимы для отношений с другим человеком, они также необходимы для отношений с Божественным. Каждые отношения личные, и ваши отношения с Божественным ничем не отличаются. Поэтому вам решать, что вы хотите вложить, чтобы сделать отношения прекрасными, и определить все, что вы хотите вложить. Поэтому потратьте немного времени, чтобы понять, чего вы хотите, что вы готовы предложить и кем вы готовы стать в этих отношениях, и не забывайте поддерживать диалог.